Друзья, всем привет! Я снял достаточно большое количество видео про нашу любимую камеру, которая висит на даче. Абсолютно все по настройке, отзывы и так далее вы можете видеть вот в этом вот плейлисте. Но сегодня я хочу рассказать кое-что новенькое. Как я уже рассказывал, когда мы делали ремонт на своей даче, мы провели на нее высокоскоростной интернет. У нас оптика, по-моему, 75 мегабит в одну и в другую сторону, и вход и выход. Но таким, скажем так, благом обладают далеко не все пользователи, и поэтому сегодня я вам хочу рассказать, можно ли подцепить нашу бесповоротную Wi-Fi камеру вот к такому вот или любому другому 3 либо 4G модему. Мобильная связь, я думаю, сегодня есть везде, если вы живете где-нибудь не в глухой тайге, конечно. 2G, 3G, 4G, скоро уже будет и 5G сети. Если все вышки, конечно, не спалят. Прогресс как-никак по планете идет, и интернет есть фактически везде. Почему именно такой вариант? Потому что это фактически гораздо дешевле, чем покупать камеру с уже непосредственно встроенным 3 либо 4G модулем для мобильной сети. Такие камеры на том же самом Алиэкспрессе стоят примерно по 90-100 долларов. Ссылочки я оставлю в описании, можете посмотреть. А наша камера, которую мы купили, она стоит 20-25 долларов, там в зависимости от разной комплектации. И модем такой тоже ничего не стоит. На сегодняшний день на любой барахолке, там Куфоре, Авито и так далее, либо с того же Алика его можно купить там вплоть до 10 долларов. Поэтому попробуем именно спарить такую штуку с нашей камерой, испытаем его на разных скоростях интернета, потому что у всех скорости разные. Кто-то ближе к городу, кто-то дальше к городу и так далее. Попробуем и на 2G, и на 3G, и на 4G. Посмотрим, будет ли в онлайне наша камера, можно ли будет с нее смотреть видео, управлять ей. Посмотрим, сколько трафика потребляет камера, потому что интернет не у всех безлимит. Конкретно у нас на сим-картах unlimited интернет, а у других может быть просто пакетами. Поэтому это тоже очень важная и ценная информация. И покажу, сколько, допустим, кушает вот такой вот Wi-Fi модем, потому что его можно подключать не только от розеточки, но и запитывать от пауэрбанка. Поехали! Итак, замер по энергопотреблению. Значит, для этого у нас есть пауэрбанк на 20 000 мАh. Есть вот такой вот измеритель вольтметр, амперметр, который мы воткнем в пауэрбанк. И в него же воткнем сам 4G модем. Включаем все это дело. И вот мы видим наше напряжение 4,7 вольта. Видим, что он потребляет, вот включился наш модем, потребляет он 0,4 ампера, уже 0,11 и так далее. И он будет считать время и показывает, сколько миллиампер, за какой промежуток времени кушает наш 4G модем в режиме сети LTE 4G. Первоначальный 0.11 еще был вполне хороший показатель, но в дальнейшем, когда он загрузился и к нему подключено устройство, то мы видим, что модем кушает уже порядка 0,3-0,35 ампер, а это много. Это значит, что он высосет наш пауэрбанк на 20 000 мАh примерно за 2,5-3 суток. Поэтому вариант подключения от пауэрбанка оказывается так себе. Либо он нужен неимоверной емкости. Если давать нагрузку побольше на 4G модем, то есть начинать скачивать файлы и так далее, то мы видим, что потребление доходит вообще до 0,5 ампер. Это значит, что он выпьет этот пауэрбанк еще быстрее, за сутки, за полтора. Поэтому использовать его не вариант. Как ни крути, нужна розетка. Итак, вот мы провели наш часовой тест, и видно, что через час и 2 минуты у нас 333 мАч употребил наш модем. О чем это говорит? О том, что если мы возьмем в руки калькулятор и посчитаем, пауэрбанк у нас на 20 000 мАh, мы разделим на 333, это ровно 60 часов работы. А 60 часов работы мы разделим на 24, это 2,5 суток полной работы модема от пауэрбанка.
Поэтому я думаю, что это не вариант, этого очень мало. На дачу каждые 2,5 суток мы не будем кататься, менять пауэрбанк. Поэтому без розеточки нам не обойтись. Ну а теперь переходим к непосредственным испытаниям. Подключим наш модем, вставим в него нашу сим-карту. Сим-карта у нас от МТС, напомню, на ней безлимитный интернет. На даче у нас ловит 4G очень слабо, нормально ловит 3G, ну и, конечно же, хорошо ловит 2G. А модем мы подключим непосредственно в наш пауэрбанк и поставим его на окно. Следующим делом мы замеряем скорость нашего проводного интернета, который проведен на даче по оптике. И мы видим, что оператор Белтелеком нас не обманывает. Это 75 входная скорость и 50 исходящая. 75 и 50 мегабит в секунду. Как бы скорость очень даже. И для примера подключимся еще раз нашей камерой с телефона к нашему проводному интернету. Видим, что в SD качестве у нее исходящий трафик примерно 90 килобит в секунду, а в HD качестве Full HD получается примерно 400-500 килобит в секунду. При этом, если включить PTZ, это ее покрутить, повертеть, то мы видим, что камера реагирует без сильных задержек на все движения. Следующим шагом мы подключаем нашу Wi-Fi камеру к нашему 3G и 4G модему. Для этого нужно зайти в настройки сети. Модем уже включен в наш Powerbank, он вещает свой интернет. Вот мы видим, обновляем список и появляется еще одна сеть. Это и есть наш 4G модем. Подключаемся к нему, вводим пароль и ждем, пока камера подключится. Хочу обратить ваше внимание на то, что когда камера подключится, вылетит такой вот запрос о том, что надо дать разрешение приложению менять Wi-Fi сети, и телефон сам переподключится к той же сети, к которой будет подключена ваша Wi-Fi камера. Тем самым и камера, и ваш телефон сконнектятся с данной Wi-Fi сетью. Вот мы зашли в настройки нашего модема, и мы видим, что он автоматом подключился к 3G. Это получилась у нас сеть UMTS тип сети. Замеряем в ней скорость и видим, что скорость откровенно плохая. То есть на прием идет до мегабита, на отдачу порядка до 2 мегабит. Вот на этой скорости мы протестируем нашу камеру. Ну что, вот наша камера подключена к 3G модему. Как видим, в SD она поддерживает те же 80-90 килобайт в секунду. При этом, если мы посмотрим на компьютере на меню модема, то мы можем видеть, как летит трафик просто в космос. Вот у нас получается это исходящий. Попробуем покрутить ее. Да, задержка дикая, но все же это возможно. А если переключить в формат HD, то, наверное, мы подвиснем. Оп. Да, даже время не идет. Сверху 0 байт, 200, 200. Если посмотрим в верхний правый угол, то даже время часики не тикают. А при этом на показателях модема трафик опять же зашкаливает. Поэтому возвращаемся обратно в SD.
Смотрим на часики, это наш основной показатель того, что камера работает. Камера в SD работает нормально. Все передает, все переключается, все вертится. Конечно, с дикой задержкой. Интернет ей надо побыстрее. Но все же это работает. И, конечно же, обратите внимание, когда мы подключены к камере по 3G, через 3G модем, вот с какой скоростью у нас улетает трафик. Если у вас тариф лимитный, то думаю, что эта тема не для вас. Тут нужен конкретный безлимит, потому что, считайте, улетает мегабайт за 2 минутки. Даже какой за 2 минутки? У нас он 125-100 килобит, то есть мегабайт улетает за 10 секунд. Вот наш ноутбук, вот наш 3G модем, а вот и наша камера. Так что, дамы и господа, вот такие пироги. Если вы хотите пользоваться 3G модемом и камерой видеонаблюдения, то смотрите, чтобы у вас было либо хорошее 3G покрытие, либо желательно вообще 4G LTE. Тогда это в принципе возможно. А на 2G, либо на обрезанном 3G, как это у МТС, по-моему, или HTTPS-PA, честно не помню, загуглите. Работать она может, но ей очень тяжело будет вам онлайн ей и управлять, и просматривать видео. Но в целом это возможно, если есть хорошее покрытие качества сотовой связи. Так что, кому видео было полезно, ставим лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание. Всем пока!